Srimad Bhagavatam, Pesne, Pervaya, Glava, Vasamaya, da. Glava Nazavayatsa, what? Melitvi Saritsi Kunti. Da. Okay. Would you like to read in Russian? I'm going to. Если мне слишком против, я буду читать стих 21 на русском, потому что я должен практиковать. И я должен практиковать на вас. Anyway, интересный опыт для вас. Окей, песни первая, глава 8. Молитвы старицы Кунти и спасения Парикшита. И сейчас мы будем читать стих 21, а после этого 22 и потом 23. Но прямо сейчас я читаю 21. 21, да. Okay, 21. Well, first of all, первый момент. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hey, Prabhu Mushini, если вы хотите, вы можете вот сесть. What would you say? Поближе. Поближе. Если вы хотите. I mean, как вам удобно. Как вам удобно. Потому что я не буду, what do you say? Кусаться. Кусаться. Потому что я вегетарианец. Серьезный вегетарианец. Много лет. Почти 50 лет. Опасность не будет. Окей, хорошо. 1:8, 21. 21. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Красивый стих. Известный стих. Окей, перевод. Поэтому я в глубочайшем почтении склоняюсь перед Господом, который стал сыном Васудеви, радостью Девики, сыном Нанди и других пастухов Вриндавана, и приносит радость коровам и чувствам. Красивый стих. И красивый комментарий. Я читаю, я буду читать.
Gospod katoramo, kak ujer gavarilas, nels ja pri belizitsia sa pomosio kakik bi, toni bwela materialnik sredstv. No swai niz naiushi granits, bez prichinoi milosti, nis chodit na zemlu kak on jest. Чтобы оказать особую милость своим беспримесным преданным и ограничить власть демонических людей. Царица Кунти предпочитает это воплощение или аватару Господа Кришны всем другим, потому что, когда он принимает этот облик, к нему легче приблизиться. В воплощении Рами он был царским сыном с самого рождения, но в воплощении Кришны он, хотя и был сыном царя, оставил дом своих настоящих родителей, царя Васудеви и царицы Девики, сразу же после своего появления на свет и перенесся в обитие Яшода Майи, чтобы играть роль обыкновенного мальчика-пастушка в благословенной Враджабуми, которая озващена его детскими играми. Поэтому Господь Кришна милостивее Господа Рами. Конечно же, он был очень добр и к брату Кунти Васудеви и его семье. Если бы он не стал сыном Васудеви и Девики, царица Кунти не могла бы называть его своим племянником и обращаться к нему с родительской любовью. Но Нанде и Яшоде повезло больше, потому что они могли наслаждаться детскими играми Господа, самыми привлекательными из всех его игр. Ничто не может сравниться с его детскими играми во Враджабуми, так как они целиком повторяют его вечные забавы на изначальной планете Кришналоке, которая в Брахмасамхите описана как Чинтамани Дама. Господь Шри Кришна сам не зашел во Враджабуми со всем своим трансцендентным окружением и атрибутом. В связи с этим Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил, что нет никого удачливее обитателей Враджабуми в особенности девушек-пастушек, отдавших все, что они имели, ради удовлетворения Господа. Его игры с Нандой и Яшодой, с пастуками
asobana sa malchikami pastushkami karovami dali povad nazivat yavo govindai. Govindai. Gospod Krishna kak Govinda asobana raspalajen ka brahmanam karovam pakazi vaya sto protsvetania chelavechestva znachitel noi stepeni zavisit ot etik duk veshi. Brahmanicheskoi kulturi okrani karov. Tam gadia ani otsustvuyut. Gospod Krishna не может быть удовлетворен. Вы понимаете? Поняли? Или он должен читать на русском правильно? Это прости момент. Харибол. Okay. So, если мне слишком против, я буду говорить по-английски. Буду лучше для вас тоже. Да. Потому что я знаю, это трудно иногда понимать меня. Хорошо. Я читаю стих еще раз. Кришная Васудевая, Деваки Нанданая Ча, Нанда Гопа Кумарая, Govindaya Namo Namaha. Поэтому я в глубочайшем почтении склоняюсь перед Господом, который стал сыном Васудеви, радостью Деваки, сыном Нанди и других пастухов Вриндавана, и приносит радость коровам и чувствам. Харе Кришна. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Shundravani Bhaskyatyade Shkanane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakaptarabhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Paridanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha. My obeisances to all you wonderful devotees. Пожалуйста, примите мои почтительные поклоны, все вы замечательные преданные. Как сказать, what is it now? Давайте принесем свои смиренные поклоны всем Vaishnavам преданным Господа, которые могут исполнить желания каждого доброго желания и полное сострадание ко всем прочим обусловленным душам. Ванчакалпатарубhishya крипасинду пьяча. Патиданам Бхаванебхyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Анантакоти Вайшнавам Джай. Знаете, когда я был новый преданный, я сейчас новый преданный тоже. Меньше чем 50 лет. Это новый преданный. У нас был в Лондоне, я жил. Я присоединился в нашем движении. К нашему. К нашему, простите. Движение. Ю. Это true. Да, и я помню первое утро.
я проснулся, да, и был, what do you call it, Avania? No. Омовение. Okay, anyway, there was the bathroom. Да. То есть нужно было пойти принять омовение. И был практик там. Мы должны поклоняться перед, перед всеми. Перед. In front of everyone. Да. По обязанности. Да. Нужно было поклониться всем. И был, может быть, в 50, не меньше, чем, и, может быть, 60 молодой мужчины жили там, и поэтому, может быть, не меньше, чем 50 раз каждое утро поклонение, давайте принесем. Да, большая программа. Хорошая программа тоже. Потому что смиренность, да? Смирение. Смирение – это очень важное качество развить. Да, но не беспокойтесь, я буду говорить по-английски тоже. So, я выжил Новый год. Пережил Новый год. Был очень тихий, и it was very quiet and civilized. Было очень тихо и по-цивилизованному. В Южной Африке, где я живу, или where there is my base. Где находится мое основное место пребывания. It's wild, it's dangerous. Там настолько неистово празднуют Новый год, что даже опасно. We had a temple in central Johannesburg. У нас был храм в центральной части Йоханнесбурга. And there are all these big blocks of flats along the road. И вдоль дороги там стоят большие кварталы с домами, с многоквартирными домами. And you come out in the morning, 6 o'clock, 7 o'clock. Выходишь только на улицу утром в 6-7 утра. The whole road for like 500 meters, it's just glass. И видишь, что вся улица на протяжении 500 метров усыпана стеклом. Yeah. And people throw furniture out the window. А более того, люди в окна выбрасывают мебель. Диванчики. Серьезно. На улице. Телевизоры. Wow. Безумность. Но здесь, в России, как сказать, может быть, люди более, people are more civilized. Люди более цивилизованы. Maybe, yes. Может быть. Something like that. Вроде того. Well, I think they are, actually. Я думаю, что они действительно более цивилизованы. И поэтому я здесь. And, yeah. Oh, and America, it's the same. В Америке то же самое. The big cities and the big residential, like apartment areas. В больших городах, в густонаселенных частях города. Yeah, it's not nice. The New Year's Eve. Нет ничего приятного справлять Новый год. Но я очень счастлив, я здесь, в России, с вами. Well, there are many reasons, много причин, да, много причин.
it's better organized. That's one thing. Во-первых, здесь все лучше организовано. Это одна причина. Yeah, there, I think they don't know really what they're doing. Потому что я думаю, что они на самом деле сами не дают себе отчет в том, что делают. Okay, anyway, we got some nice things to discuss here. Итак, у нас здесь замечательные темы для обсуждения. These are really beautiful prayers by Queen Kunti. Очень красивые молитвы возносит царица Кунти. They're just some of the most beautiful prayers of all prayers. Это одни из самых красивых молитв среди всех молитв, в принципе. And this one, oh, this is just such a nice prayer. И непосредственно эта молитва является очень замечательной, наиболее замечательной молитвой. And the way Prabhupada has explained it, elaborated on it, is also just very wonderful. И как Шрила Прабхупада сам детально давал пояснение к этой молитве, это тоже очень замечательно. Yeah, so the thing is, Kunti, Queen Kunti, the aunt of Krishna, is appreciating Krishna in extremely important ways. Итак, царица Кунти, тетя Кришны, возносит хвалу Господу, выражает Ему свою благодарность, слова ценности очень важным образом. Right. That the Lord, in His form as Krishna, is just like unique. Господь в своем облике Кришны уникален. The Lord appears in all sorts of different forms. Поскольку Господь является в различных обликах. Prabhupada in the purport refers to Lord Ram. И в комментарии Шрила Прабхупада приводит пример явления Господа в облике Рамы. He was the son of a king. Который был сыном царя. And when someone is the son of a king, well, it's a very sort of important and sort of very formal type of position. Когда кто-то является сыном царя, он занимает официальное положение уже по праву рождения. Formalna. And you can't just walk up to him, first of all, because you can't get close to him. Во-первых, к нему просто так близко не подойдешь. And even if you get close to him, you can't just address him in a friendly way. А даже если ты сможешь к нему близко подойти, то нельзя к нему просто так по-дружески обратиться. Привет, сын царя. Is that right? Да. That's right. Как поживаешь? Все хорошо. Как мама и папа? You don't say stuff like that. То есть такими фразами обменяться с сыном царя невозможно. You got to be yes, my dear sir. Необходимо обратиться следующим образом: мой дорогой господин. Yes, you got to bow down. И необходимо принести поклоны. And in a very formal way, address him. И обращаться к нему официальным образом. Therefore, Krishna is more, he's more many things actually, but in this case, he's more approachable. Поэтому одно из прочих отличий Кришны от других форм Господа – это то, что к нему легче приблизиться. Prabhupada says in the purport, Krishna was the son of a king. Хотя Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что Кришна был сыном царя. Not exactly a king, but Prabhupada refers to Vasudeva and Devaki, Krishna's parents in Mathura, as king and queen. Шрила Прабхупада ссылается на тот факт, что Кришна является сыном Васудевы и Деваки, царем и царицей Мадхуры они являлись. But they were not exactly king and queen. In Mathura, Kamsa was the king. Но на тот момент правящим царем Мадхури был Камса.
Yeah, and Kamsa, anyway, you've heard of Kamsa, he was not a nice chap. Вы слышали про Камсу, знаете, что это вовсе не приятный персонаж был. И очень дружелюбный, сострадательный, терпеливый. Мне кажется, он никогда не смеялся. Агрессивный человек. Ага. Vasudev was a Kshatriya. Васудева был кшатрием. But he wasn't one of these warrior Kshatriyas. Но он не был одним из многих воинов кшатриев. He was a minister type of Kshatriya. Он был кшатрием, министром. Like he would give advice and try and figure out how to deal with situations. Он давал советы и правильное понимание по поводу той или иной ситуации. But Prabhupada makes the point that even though Krishna appeared as their son in at least a more or less royal situation, Шрила Прабхупада говорит, что Кришна явился в их семье, которую можно считать более или менее царской. but he immediately left that situation. Но тут же Кришна покинул их общество. Within, an hour or something, he had left the prison house in Mathura. В течение часа он покинул темницу в Мадхуре. And Vasudev took him across the Yamuna and took him to Gokula, to the place of Nanda Maharaj and Mata Yashoda. Васудева переправился с ним через Ямуну и отнес его в Гакулу, в место, где находились Яшода и Нанда Махарадж. And Nanda Maharaj, he's like the head of the cowherds. Нанда Махарадж является предводителем всех пастухов. But it's a much less kind of formal and important position than being like the king of a greater area. Его положение является не настолько официальным и формальным, насколько является положение Васудева. And when he was there as the son of Nanda and Yashoda, he just sort of had a great time. Когда Кришна стал сыном Яшоды и Нанды Махараджи, на протяжении всего времени он замечательным образом проводил свое время там. Yes. Well, he would play with his friends. Он играл там с друзьями. Sometimes he played with his parents. Иногда он играл с родителями. Sometimes Bhagavatam describes that the ladies from sort of that suburb, the ladies would gather at the house of Mother Yashoda. Иногда, как описывает Бхагаватам, женщины из окрестностей собирались в доме мамы Яшоды. And they would play games with Krishna. И им очень нравилось играть вместе с Кришной And в разные игры. Bhagavatam describes that sometimes they would tell Krishna, they wouldn't ask him, they would tell him, dance, Krishna. И иногда, как описывает Бхагаватам, они говорили Кришне, они не просили Кришну, они говорили ему, танцуй, Кришна. Танцуй. They didn't say, yes, Your Royal Highness, would you be kind enough to do a dance, please? Они не обращались к нему, ваше достопочтеннейшее королевское высочество, не соизволили бы вы станцевать, if it pleases you. Если это вам самим прежде всего доставит удовольствие. No, they just told him, dance, go on, dance. Нет, они говорили, танцуй, давай. And at that point, Krishna was walking. Кришна уже в этот момент ходил.
But he was not walking very confidently. но еще не уверенно. You know what children are like when they're that age, they're just learning to walk. Вы знаете, как дети ведут себя в этом возрасте, когда они еще только учатся ходить. So they walk a little, sometimes they fall over, sometimes they lose their balance. Они делают несколько шагов, потом могут завалиться в сторону, упасть, потерять равновесие. So they'd say, go on, dance, Krishna. И вот в этот момент они ему говорят: давай, Кришна, танцуй. And Krishna would dance in a sort of clumsy, childish way. И Кришна начинает танцевать по-чудному, по-детски. It wasn't like, Kathak dancing, Это не было танцем в стиле катак. classical Indian dancing, Классический индийский танец, который... waltz, tango. Или вальс, или танго. He just sort of jumped around. Он просто попрыгивал. Yeah. And it was funny. И это было забавно. And they laughed at Krishna. Они смеялись над Кришной. He'd jump and then he'd fall over. Он прыгает, потом падает. And they just laugh. А они просто смеются. And Krishna, he would not then stop И Кришна не останавливался в этот момент. and say, listen, lady, И говорил: послушайте, дамочки, дамочки, вы знаете, кто я? Слышали? Я Бог. Вы никогда не смеялись на меня. не смейтесь надо мной. Как он сказал, да? Нет. He enjoyed that loving, intimate, affectionate exchange. Он наслаждался этим интимным, сокровенным, любовным взаимообменом между ними. Yeah. And he enjoyed it more than he enjoys being respected in very formal ways. Таким взаимообменом он наслаждается с большей радостью, нежели почтительным отношением к себе. Because he is worshipped like that. Потому что ему поклоняются почтительно, But not in Vrindavan. но не во Вриндаване. At least generally, very generally not. Обычно, по крайней мере, обычно во Вриндаване не в таком настроении поклоняются. In Vaikuntha, which is the second level in the kingdom of God, На Вайкунтхе, которое является царствие Бога вторым уровнем, there it's very respectful. то там к нему относятся с глубочайшим почтением. Yes, you have to address him with some glorification. Обращаться к нему нужно, начиная с прославлений. Oh, supreme, absolute truth. О верховная абсолютная истина. I offer my obeisances to you. Я предлагаю свои поклоны тебе. And then you can say something. И только после такого вступления можно продолжать речь. Yeah, so, this is one point in religion that most people do not understand. И это тот самый момент, который в религии большинство людей не понимают. That respect is very important. Уважение, почтение – это очень важно, But love is higher. но любовь выше. There's one special feature of Krishna consciousness. Что является отличительной особенностью сознания Кришны. Making it clear how love is different from simply formality. В сознании Кришны это является очевидным фактом, насколько любовь занимает наиболее высокое положение по отношению к почтительному отношению. Right.
Yes. So, Prabhupada gives an example. Прабхупада приводит пример. Prabhupada gives the example of a judge in a court. Пример судьи в суде. Any judges here? Судьи есть здесь? Okay. Anyway, in the court, everyone is very respectful towards the judge. В суде все должны оказывать почтение судье. You have to bow down. Необходимо кланяться. You have to call him your honor. И необходимо обращаться к судье «Ваша честь». Something like that. В России тоже. Что-то наподобие подобного отношения в России тоже существует в суде, не правда ли? And if he says do something, you must do it. И если судья говорит вам что-то сделать, вы должны это сделать. And if he tells you you cannot do something, you cannot do it. А если судья запрещает вам что-то делать, то вы не можете это сделать. And if you try to do it after he's told you not to do it, you can get into big trouble. А если вы все же делаете то, что вам делать запретил судья, то тогда у вас будут большие неприятности. In some countries, when you walk out of the court room, you have to walk out backwards. В некоторых странах необходимо выходить из зала заседаний спиной, Yeah? You cannot turn your back on the judge. поскольку нельзя поворачиваться спиной к судье, He's a big man. потому что это самый важный человек. But when the judge goes home in the evening, Но когда судья возвращается домой вечером, do you think his wife addresses him as your honor? вы думаете, что жена обращается к нему «Ваша честь»? I think she may tell him what to do. Я думаю, что скорее наоборот. Жена может сказать ему, что он должен делать. And if he doesn't do what his wife says, he gets into trouble. А если он не будет выполнять приказы своей жены, то тогда у него будут неприятности. Понимаете? Бывает так, мне кажется. Right. So it's just a different. Everything is different. Все совсем по-другому. And you could ask the question, which is sort of like the higher position for the judge? И вы можете задаться вопросом, что является наиболее высоким положением для судьи. How does he feel? Какое положение он сам для себя определяет наиболее высоким? What's more important for him? Что для него самого наиболее важно? Well, what is more important for him is the situation at home. Для него однозначно ситуация дома является наиболее важной. He is working just to support the home. Потому что он трудится только ради того, чтобы поддерживать своих родных. And the relationships at home are much deeper than the very respectful relationships in the court. Взаимоотношения дома у него гораздо более близкие, теплые, нежели взаимоотношения в суде, которые являются почтительными. Понимаете? And Prabhupada explained about an experience he had. Шрила Прабхупада поделился опытом, который он получил однажды. He was preaching in Delhi. Он проповедовал в Дели. And he met a judge. И встретился с судьей. And the judge was interested. Судья проявил некий интерес. And invited him to visit him at home. И пригласил Шрилу Прабхупаду встретиться у него дома. So Prabhupada went that evening to the judge's home. Поэтому вечером Шрила Прабхупада отправился в дом судьи. And the sort of the servant or pomoshnik, when Prabhupada knocked on the door, told him, yes, sit down and just wait. The judge is busy. Когда помощник открыл дверь дома, Шрила Прабхупада пришел к судье, он сказал Шриле Прабхупаде: присаживайтесь, судья занят пока.
Okay, so Prabhupada sat and waited, Шрила Прабхупада присел и подождал, and waited, и продолжил ждать, and waited. и продолжил ждать. Maybe half an hour he waited. Полчаса примерно он ждал. And he's thinking, what's going on here? И он подумал, что здесь происходит. Then in some adjacent room, he heard some like shuffling sounds. Затем в одной из сопряженных комнат он услышал определенного рода звук. Yeah, and a bit of laughing. Он услышал смех. And he's wondering, what is happening there? И он подумал, что там происходит. So he just looked through the door. И он посмотрел через дверь. There was the judge on his hands and knees. И он увидел, как судья стоит на четвереньках. He was crawling on the floor. И карабкается по полу, передвигается на четвереньках по полу. And on his back was his little grandson. А на спине у него сидит его маленький внук. The judge was the horse. То есть судья выступал в качестве лошадки. По-английски, in English we call this playing horsey. По-английски мы называем играть в лошадку. So he would not do that in the court. В судье в лошадку не поиграешь. And it's just out of love. А дома поиграешь, потому что это любовь. Yeah, and he likes doing it. И ему нравится заниматься этим. If you don't pay him for being a judge, he will not do it. If he does not receive pay, salary. Если ему не будут платить зарплату в суде за работу судьи, то он не будет выходить на работу. Yeah. But his grandson is not paying him to play as a horse. Но внук ему не платит зарплату за то, что он играет с ним в лошадку. Yeah. Anyway, I think the point is fairly clear in principle. Я думаю, что в принципе тот момент, который мы рассматриваем, очевиден. So yeah, love is the highest principle. Любовь является высшим принципом. And love is there much more in the pastimes of Krishna in Vrindavan. И любви гораздо больше в играх Кришны во Вриндаване, than it is in his pastimes in other places. чем в играх Господа в других местах. Yes, so this is the main point here. Это основной момент, на котором делается акцент в данном стихе. Let's consider it in different ways. Давайте рассмотрим его еще и под другим углом. You heard about Krishna stealing the butter. Вы слышали о том, как Кришна крадет масло? Да, или да, должен быть. Now, why? This is only in Vrindavan. Это только во Вриндаване. In Vaikuntha, he doesn't steal the butter. На Вайкунтхе масло он не ворует. He likes the butter in Vaikuntha. На Вайкунтхе ему тоже нравится кушать But масло, he doesn't steal the butter. но он там его не ворует. Doesn't steal anything. Там он вообще ничего не ворует. So, but in Vrindavan, every day he is stealing butter. Но во Вриндаване каждый день он ворует масло. And, every devotee has their favorite prasadam. Конечно же, у каждого преданного есть свои любимые блюда с любимой прасад. Don't tell me you don't have. И не говорите, что у вас нет такого. What's your favorite? Какой у вас любимый? Kartoshka. Со сметаной. Борщ с сметаной. Я знаю. Паста. Pasta! О, интересно. Prabhuji. А у вас какое-нибудь любимое блюдо? What's that? Оливье. Oh, Olivia. Winter salad.
Это хорошо, я должен согласиться. Для вас? Пицца с ананасом. С ананас. О, это лучше, чем оливье. И Матаджи, самый любимый. Йогурт. С йогуртом. Йогурт с йогуртом. Окей, хорошо. Хорошо. А вы? Халава. Halava. The Brahmins like sweets. Браманы любят сладкое. Кто вы? Manga. Wow. Sochiski, would you say? Сочинский манго. All right. Хорошо. Вы пробовали, как называется? Oh my God, I forgot. Anyway, okay, mango. Like mangosteen? No. The type of mango begins with E. Oh, I see. Can't remember. They're different mangoes. Not all mangoes are equal. Не все манго одинаковые. There's a mango. Do you know that mango begins with E? It's from Bombay. Alfonso. That begins with A. Alfonso. Есть такой вид манго, называется альфонсо. Okay. Sita. Какое любимое блюдо? Pasta. Нас больше. Какой variant? С сыром. All right. Okay. So, для меня, я не знаю, картофель по-деревенски. Это очень хорошо. И пицца с ананасом тоже. Но вы слышали, мне кажется, вы слышали раньше, что, потому что иногда предания говорят, что пицца это не ведический. Слышали такое, да? Это не ведический, они говорят так, и поэтому это не как первый класс просад. Они говорят так, нисколько, не очень много. Но вы знаете, что это пицца? You know what it is? Знаете, что такое пицца? Pizza is God-realized chapati. Пицца – это чапати, которая осознала Бога. Oh yeah. It's bona fide. Да, это авторитетно. Авторитетно. Okay, so we have our favorites. Итак, у всех нас есть свои предпочтения, любимые блюда. You know, in South Africa, for many of the devotees, В Южной Африке для большинства преданных особенно дети, рис и дал. самое любимое. Yeah. Okay. Right. So now, is it simply that Krishna likes eating butter? Итак, неужели и правда Кришне просто нравится кушать масло? Как пицца с ананасом. It's just, he likes the taste. Только лишь это по причине предпочтения вкуса. Нет. Это очень глубокий момент. Очень. Мама Яшода, она думала, что Кришна, ее масло
не было достаточно вкусно. Да? И поэтому она беспокоилась много. И поэтому она решила делать как особенный проект. Она искали, would you say, между. She searched amongst the cows of Nanda Maharaj. Она провела некое исследование всех коров Нанды Махараджа. She found the 10 best. И нашла 10 самых лучших. That just give the best milk. Которые дают самое лучшее молоко. And she took them, kept them aside. И она отобрала их. Then she searched Vrajamandala. Затем она провела исследование всей Враджа-мандалы. And she found where the best grass grows. И нашла место, где произрастает самая лучшая трава. Because you know, the quality of the milk depends on the quality of the grass. Потому что вы знаете, что качество молока зависит от качества травы. В Индии молоко часто не очень вкусно, потому что, вы знаете, коровы много едят, да? Едят plastic bags. Пакетов. Много едят пакетов пластиковых. Это правда. И это как одна причина, почему в Индии обычно молоко не очень вкусно. Okay. So there we were. Yeah, so she found where the best grass was growing. Итак, Ешода нашла место, где произрастала самая лучшая трава. And she personally went every day and cut the grass by hand. И она лично каждый день ходила в это место и косила эту траву. The cows, those 10 best, she was keeping at home. А тех самых 10 самых лучших коров она держала дома. So they could relax. В это время, пока она ходила за травой, коровы расслаблялись. And she'd feed them the best grass. А затем она их кормила самой вкусной травой. Then she would milk them herself personally. Затем она лично своими руками доила их. Convert the milk into yogurt. Затем она взбивала молоко, молоко становилось йогуртом. Yogurt. And then churn the yogurt to make it into butter. А затем она взбивала йогурт, и йогурт становился маслом. It was the best butter. И это было самое лучшее масло. So every day she got, I don't know, many kilos of butter. Каждый день она производила много килограммов масла. And she'd take the butter, Она брала это масло, give it to Krishna. отдавала Кришне. What? Just eat it. Кушай все. And she'd go do something else. В это время она уходила заниматься своими делами. 5 минут после этого она вернулась, и Krishna не был там. Krishna was next door stealing the butter. Кришна уже отправился в это время к следующей двери, чтобы украсть еще масло. So she had a real sort of like a complex about her butter. Поэтому у нее выработался комплекс относительно качества производимого масла. I am an incompetent mother. Я некомпетентная мать. And Krishna sometimes didn't help with that. И Кришна не помогал избавиться ей от комплекса иногда. You know, we were talking earlier about the Damodar Leela. Ранее мы рассказывали о Дамодара Лиле. Yeah, the two fingers.
в которой не хватало длины веревки на расстоянии 2 пальцев. So, but before the 2 fingers, Krishna was, it's a long story, but he was feeding butter to the monkeys. Но до того, как мама Ишоды пыталась его связать веревкой недостающей длины 2 пальцев, Кришна кормил обезьян маслом. Until they just couldn't eat more. Кормил их до той степени, что они просто больше не могли есть. And the monkeys were refusing the butter. Обезьяны начали отказываться от масла. And Mother Yashoda walked in. И в этот момент мама Ишода зашла. And Krishna told Mother Yashoda, И Кришна сказал маме Ишоде: just look, Mata. только посмотри, Мата, Your butter is so bad, even the monkeys won't eat it. твое масло настолько невкусное, что даже обезьяны отказываются его есть. Poor Mother Yashoda. Бедная, бедная мама Ишода. All right, so okay, yeah, she give Krishna all this butter, come back 5 minutes later, he's gone stealing butter. В тот момент, когда она давала Кришне масло, сама уходила заниматься другими делами. По возвращении она видела, что Кришны нет, он отправлялся красть масло у соседей. So why? Почему? Is it just because he likes to eat butter? Просто это потому, что ему нравится есть масло. Any of you like eating butter? Кому-нибудь нравится поглощать масло? Whole kilogramma. Может поглотить полкилограмма. Whole kilogramma. Это редко, да? Это редко. Aha. So what is it? Is it just that Krishna likes to eat butter? Итак, в чем же тут дело? Только лишь в том, что Кришне нравится непосредственно само масло. That is not the reason. Нет, дело не в масле. This is a very important point. Это очень важный момент. Krishna, he wants to taste love. Кришна хочет испытать вкус любви. He doesn't care if your cooking is technically expert or not. И ему не так принципиально с технической точки зрения, ваша стряпня является экспертной или не очень. He just wants to taste your love. Он просто хочет вкусить вашу любовь. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explained Шрила Вишванат Чакраварти Такур объясняет, that the cows, they're not just in Vrindavan, they're not just dumb animals. коровы во Вриндаване это не просто тупые животные. Yeah, they are like people. Они как люди. Yeah, they think, they can express themselves. Они думают и склонны к самовыражению. Prabhupada in the purport talks about how the cows gave Krishna the name Govinda. В комментарии Шрилы Прабхупада говорит о том, как коровы дали имя Кришне Говинда. They spoke to him Они разговаривали с ним. and said, this is at the end of the Govardhan Leela. В конце Гавардхана Лилы. Indra, they said, Indra used to be our Lord. Они сказали, что раньше нашим Господом был Индра, But now you are our Lord. но теперь ты становишься нашим Господом. And they gave Krishna then the name Govinda. И дают имя Кришне в этот момент Говинда, Means the Lord, the King of the cows. что означает Господь, повелитель коров. So in Vrindavan, the cows, they're like developed beings. Поэтому во Вриндаване коровы являются развитыми существами. And they love Krishna. И они очень сильно любят Кришну. And they are thinking, we want Krishna to get our milk. И они думают, мы хотим, чтобы Кришна отведал нашего молока. And so their love is going into their milk.
Поэтому их любовь проникает в их молоко. This is an interesting point. Это интересный момент. You know, sometimes we have to fly around on airplanes. Иногда нам приходится перемещаться по разным городам на самолетах. Better to take prasadam cooked by devotees with you. И лучшим вариантом с собой, чтобы не умереть с голоду, это всегда является взять прасад, приготовленный преданными, с собой. You can probably get some vegetarian food on the plane. Вероятно, на борту можно получить вегетарианское меню, But it's just not the same. но эта вегетарианская еда не то же самое, что прасад, приготовленный преданными. You could maybe offer it on the plane. Может быть, даже это вегетарианское меню можно заказать и предложить пищу прямо на борту. But it's just not the same as taking proper prasad prepared with love. Но это в любом случае не то же самое, как вкушать приготовленный с любовью прасад преданных. Right. So their love was going into their milk. Таким образом, любовь коров проникала в их молоко. And then the ladies were milking the cows. А затем, когда женщины доили коров, This is a lady's duty, by the way. это, кстати говоря, обязанностью женщин является доить коров. Вы знаете, как... Я не знаю, как сказать. Доить Доить коров. коров. Знаете? Okay. Yes. Должны учиться. Те, кто не знают. Yeah, to become a bridgebasi. Чтобы стать бриджабаси, это надо уметь. All right. So they would milk the cows, and they're just thinking, we want Krishna to get this milk. Итак, женщины доят коров и думают только о том, что они хотят, чтобы Кришна получил это молоко. Yeah. And so their love is going into the milk. Таким образом, их любовь проникает в это молоко. And then they convert the milk into different products. Затем из молока производятся различные другие молочные продукты. Как yogurt. No? And they take out the cream. И снимаются сливки. Mm-hmm. And they make things like different sweets. Делаются различные сладости. They make paneer. Делается панир. They make rasgulla. Делаются расагулы. They make rasmalai. Делаются расамалаи. They make rabri. Делают рабри. Знаете, что это rabri? You have wasted 10% of your life. Те, кто не знают, что такое рабри, прожили 10% своей жизни зря. They make, what's it now? Cham-cham. Они делают еще чам-чамчики. You know what is cham-cham? Знаете, что такое чам-чам? Нет. You've wasted 20% of your life. Те, кто не знает, что такое чам-чам, прожили 20% своей жизни зря. But you know, an interesting little technical point. Интересный технический момент. That of all, you know, you can convert milk into different things. Из молока можно производить различные молочные продукты. The most physically demanding thing to make is butter. Но для того, чтобы произвести масло, необходимо затратить наибольшее количество сил и энергии. To make yogurt, once you know how it's done, it's easy. Сделать йогурт не так сложно по сравнению с маслом. Одного раза достаточно, чтобы научиться делать йогурт. To make ghee out of butter, it's not difficult. Сделать ги из масла тоже не так сложно. To make butter out of yogurt, it's quite hard work. Но произвести масло из йогурта, вот это сложная работа. Я сидел один раз. Упражнения. Yeah.
And therefore, when they're making the butter out of the yogurt, a lot of love goes into the butter. И поскольку это трудоемкий процесс, в тот момент, когда женщины делали масло, их любовь тоже проникала в молоко. Therefore, the butter is special for Krishna. Поэтому это масло является таким особенным яством для Кришны. It seems there is more love in the butter. Потому что он видит наибольшее средоточие любви в этом масле. So, therefore, Krishna likes to eat the butter. По этой причине Кришне нравится кушать масло. Omniprotive yogurt. Omniprotive. He's also, one of his names is Dahi Chor. Одно из его имен Дахи Чор. He steals the yogurt. Он крадет йогурт. Sometimes. Иногда. Не очень часто. Но Makan Chor. О-хо-хо-хо. Это Кришна. Но Маханчор — это тот самый Кришна. So, but why doesn't he just go there to their houses and say, give me some butter? Почему бы Кришне просто не приходить в дома и просто просить: дайте мне масло? Because this is the way they make their living. Потому что за счет масла бриджапаси живут. And if the ladies give away all the butter, И если женщины будут просто так бесплатно раздавать все масло, their husbands will become very angry. их мужья очень сильно разгневаются. Maybe there will be divorce. И это может стать причиной развода. Right? So they cannot just give it away. Поэтому они не могут просто так бесплатно отдать масло. But Krishna feels he has to have it. Но Кришна преисполняется решимости отведать их масло. So he steals it. Поэтому он крадет. And then the men come back in the evening. Затем мужчины возвращаются домой вечером They ask the wife, where's the butter? и спрашивают своих жен, где масло. Now she's happy that Krishna took the butter, При этом женщина счастлива, что Кришна украл у них масло. but she acts like she's upset. Но она ведет себя так, как будто бы она расстроена. And she says, you won't believe it. И она говорит: не поверишь, Oh, Krishna came and stole the butter. Кришна пришел и украл все масло. Oh, ужасно. But she's very happy. Но на самом деле она очень счастлива. Right. So Krishna does it that way because he wants to taste the love. Кришна ведет себя таким образом, потому что он хочет вкусить их любви. Plus, he steals it because he wants to save the ladies, the devotees, from getting into trouble. Плюс он крадет это масло еще и по той причине, что он хочет оградить своих преданных женщин от попадания в неприятности. So you see, this is all part of loving exchanges. Что является составной частью их любовного взаимообмена. And you know, there's so many examples of this principle of love. Примеров очень много проявления этого принципа любви, любовного взаимообмена. I can mention one. It's a little subtle. Я могу привести еще один пример. Он очень тонкий, немного тонкий. I think some of you have read about when Lord Brahma stole the cowherd boys and calves. Я думаю, что некоторые из вас читали повествование о том, как Господь Брахма украл мальчиков-пастушков и телят. Слышали об этом? Okay. Right. He was watching the pastimes in Vrindavan. Он наблюдал за тем, как разворачиваются игры во Вриндаване. And he was seeing how the Brijbasis, the adults, they were appreciating Krishna. И он видел, с какой теплотой относится Бриджапаси к Кришне. And sometimes they would offer Krishna respect.
А иногда они относились к Кришне почтительно. Not so often we mention that, but sometimes. Не часто, как мы уже сказали ранее, но иногда. And Lord Brahma thought, this is not right. И Господь Брахма подумал, что это неправильно. These adults, they're confused. Эти взрослые просто сбиты с толку. They think this little boy is someone important. Они думают, что этот маленький мальчишка является кем-то важным. I will show them what is reality. Я им покажу, кто на самом деле здесь является важным. So he stole the calves. И он крадет телят. At that time, Krishna and the cowherd boys were eating lunch. В этот момент Кришна вместе с мальчиками-пастушками кушали обед. And so they're eating lunch, it's all going on, and then they noticed, hey, where are the calves? И так они сидят, кушают свой обед, и в какой-то момент они замечают, а где же наши телята? Lord Brahma had stolen them. Господь Брахма уже украл их. So the boys became disturbed. Мальчики обеспокоились. What will we tell our parents tonight? Что же сегодня вечером мы скажем своим родителям? We'll come back without the calves. Когда мы вернемся домой без телят? They'll ask, where are the calves? Они нас спросят, где телята? Не знаю. Не знаю. Прости. Oh, it'll be a serious problem. Это будет серьезной проблемой. We got to find the calves. Нужно отыскать наших телят. They had not finished lunch. Не доев свой обед, Krishna stood up. Кришна встал. And Krishna told them, you just sit down and finish lunch. И сказал, присаживайтесь и заканчивайте прием своего обеда. I will find the calves. Я разыщу телят. And off went Krishna. И Кришна ушел. And they continued with their lunch. А мальчики-пастушки продолжили кушать свой обед. So Prabhupada discusses this aspect of the Leela. Шрила Прабхупада обсуждает этот аспект лилы. And you might think, oh, maybe someone might think, it's not so important. И кто-то может подумать, что нет здесь ничего важного. But actually, it's a very beautiful part of the pastime. Но на самом деле эта часть игры является очень красивой. Krishna is God. Кришна – Бог. Everyone should serve Him. Все должны служить Ему. So He can tell them, listen, I haven't finished my lunch. Но тут Кришна говорит, послушайте, я не доел свой обед. Я Бог, а вы мой преданные. So let me finish my lunch. Мог бы сказать, позвольте мне доесть свой обед. You go find the calves. А вы идите, ищите телят сами. But he did not do that. Но он так не поступает. He said, you finish your lunch, I will find the calves. Он говорит, вы, пожалуйста, присаживайтесь и заканчивайте кушать свой обед, а я отправлюсь на поиски телят. And Prabhupada discusses this there, that just see how Krishna loves his devotees. В своем обсуждении Шрила Прабхупада говорит, только посмотрите, как сильно Кришна любит своих преданных. Yeah. And so he went off to find the calves. И Кришна отправляется на поиски телят. But he did not find them. Но он не находит их. And then he came back. А затем он возвращается назад. And the cowherd boys were not there. А мальчиков-пастушков не было. Что случилось? They got stolen by Lord Brahma also. Их украл Господь Брахма так же, как и телят. Anyway, the whole thing is a long story. Подробное описание, достаточно продолжительное. Yeah. In the end, well,
So, and the cowherd boys, they didn't see Krishna exactly as God. В конце которого мальчики-пастушки не воспринимают Кришну как Бога, как такового. They thought, he's one of us. Они думают, что он один из нас. He's very special one of us. Он, конечно, необычный, особенный мальчик-пастушок, But he's one of us. но он один из нас. And when this incident happened, И когда этот случай возымел место, they did not tell Krishna, listen, you are God. You stay and finish your lunch. We'll go get the calves. они не сказали Кришне: ты Бог, пожалуйста, ты присаживайся и завершай прием своего обеда, а мы отправимся на поиски телят. They just said, yeah, okay, go ahead. И он не отвечает им: да, давайте, я буду кушать, а вы идите на поиски. Because in Vrindavan, love is the main thing. Потому что во Вриндаване главным принципом является любовь. And therefore the parental devotees, they feel protective towards Krishna. Поэтому преданные, находящиеся в родительской расе, они чувствуют нужду, чтобы защищать, опекать Кришну. He's a little boy, we've got to look after him. Он маленький мальчик, нужно заботиться о нем. The cowherd boys think, yeah, he's one of the guys. А мальчики-пастушки думают: да, он один из ребят. You know, even the cowherd boys, they have competitive games. Мальчики-пастушки принимают участие в соревновательных играх. Wrestling games, Борьба, swimming races, плавание на перегонки, running races, бег на перегонки. and Krishna competes. И Кришна тоже принимает участие в этих состязаниях. But you know what happens? Но знаете, что происходит? Krishna always comes last. Кришна всегда приходит к финишу последним. Yeah. Why? Because of love for his devotees. He wants to let them win. Почему? По причине любви к своим преданным. Он думает, что пусть лучше они одержат победу. Yeah. So therefore Krishna has a reputation for being a loser. Поэтому у Кришны репутация лузера. Imagine. He's always last. Кришна всегда последний. And when they're having team games and they're two team leaders and they're choosing the team members. А когда у них командные виды спорта начинаются, то тогда они разбиваются на две группы, и два капитана команд начинают набирать себе участников. No one chooses Krishna. И никто не хочет выбирать Кришну. And at the end, everyone has been chosen. И в самом конце, когда уже всех выбрали, кроме Кришны, And the two leaders ask, okay, you want Krishna? и два капитана разговаривают между собой. Ну что, пусть Кришна у тебя будет в команде? The other one says, no. Другой говорит: да не надо. You can have him. Пусть у тебя лучше будет. No, I don't need him. Мне тоже не нужен. Yeah, but it's all based on love. Но этот взаимообмен основан на любви. And Krishna, out of love, he also feels the same way. И по причине своей любви к мальчикам-пастушкам Кришна чувствует то же самое. They're my friends. Они мои друзья. I'm one of them. Я один из них. I'm just a cowherd boy. Я просто мальчик-пастушок. And when mother wags her finger at me, А когда моя мама машет указательным пальцем у меня перед лицом, yeah, I've got to be very obedient to my mother. я должен слушаться свою маму. Понимаете? So when that pastime with Brahma came to an end, Когда эта игра с Господом Брамой подходила к концу, Lord Brahma realized his mistake.
Господь Брахма осознал свою ошибку. He apologized to Krishna. Он принес извинения Господу Кришне. He offered prayers to Krishna. Он предложил свои молитвы. And you can see there's a picture of Lord Brahma offering his prayers to Krishna. И вы можете увидеть эту лилу, запечатленную на картине, как Господь Брахма предлагает свои молитвы Господу Кришне. Krishna's got his prasadam still in his left hand. Кришна держит свой прасад в левой руке. Left hand, not right hand. В левой руке, не в правой руке. What you know what sort of prasadam he had? И знаете, что за прасад у него в левой руке? Maharaj knows. Yogurt with fruits. Yes, yogurt with rice and fruits Да, это йогурт с рисом и фруктами in his hand. в его руке. And here's Lord Brahma offering these prayers. И вот перед ним предстает Господь Брахма и начинает возносить свои молитвы. Oh my Lord, please forgive me. О мой Господь, пожалуйста, прости меня. And Lord Krishna is looking at him И Господь Кришна смотрит на него and thinking, I'm just a cowherd boy. и думает, я просто мальчик-пастушок. Who's this man with 4 heads? Что это за мужик с 4 головами? But he seems very upset. Похоже, он чем-то расстроен, He's offering prayers раз молитвы возносит. to me? Мне еще? Why? Why is he doing that? Зачем он мне возносит молитвы? Anyway, I hope he finishes quickly Надеюсь, он скоро с этим уже закончит, because I have important business. потому что у меня важное дело есть. I have to finish my prasadam. Мне нужно доесть свой прасад. Yes. So even Krishna, out of love, he forgets that he's God. Даже Кришна, подчиняясь влиянию любви во Вриндаване, забывает, что он Бог. Yes. So anyway, well, we'll continue if it's okay with you all. Если вы все не возражаете, то мы продолжим. Вечером, да? Во сколько? В 5 часов. 5 часов. Я не могу говорить по-английски. 5 часов. 5 Okay. часов. Да. 5 часов. Okay, хорошо. Let me just... Well, anyone have a comment or a question? Есть ли желающие задать вопрос или сделать какой-то комментарий? Adem? Yes, Prabhu. Well, actually, just Adnananaja. You want to make a comment, Maharaj? Okay, пожалуйста. Давайте узнаем, какие у Махараджи, у старших преданных, любимые блюда. Мой. Yes, Я and сказал. Maharaj. Yours and Maharaj and Medinipati. Oh, okay. Я сказал вам, это не очень ясно, но это между картофель по-деревенски с чатни или, может быть, пицца с ананасом. Это возможно. Это возможно. Ага. Да, это как соревнование. Между ими. Ими, да. Махарадж. Какое у вас любимое? Яблочный пирог. О, окей. Харибол и Мединипати Прабху. Мускани. Пакора. Горанга. Горанга. Я ланания иногда, если они готовили. Готовили. Хорошо. Это очень хорошо. С чатни. Okay, хорошо. So, спасибо за внимание.
I really appreciate how you give your attention. Ценю по достоинству, как вы с вниманием слушали. It's another thing I noticed in Russia. Еще один момент, который я заметил в России. People give their attention. Люди с вниманием, со всей внимательностью слушают. And they have very good questions. И задают хорошие вопросы. They'll Russia interesting. Yeah, people are interested. People think. Люди здесь думающие. I did a school program in a high school in Long Island, New York. Я однажды проводил проповедническую программу в школе для старшеклассников на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Right. So we walked into the school, through the school to the place where the program was. Итак, мы зашли в здание школы, прошли через коридоры к тому месту, где должна была проводиться программа. On one notice board was big sign. И на одной из доски было объявление. Do you have a drug problem? Есть ли у вас проблемы с наркотиками? Contact such and such. И свяжитесь вот по такому-то, свяжитесь с таким-то человеком по такому-то номеру. A few meters forward. А спустя через несколько метров. Are you pregnant? Вы беременны? Contact such and such. Свяжитесь вот с тем-то. Couple of meters further. Прошли еще несколько метров вперед. Are you suicidal? Есть ли у вас склонность к самоубийству? Contact such and such. Свяжитесь с тем-то, с тем-то. What else? Что еще там было? Anyway, like that. So I thought, gee whiz, interesting school. И там было еще что-то. Я подумал, глядя на все эти объявления, какая интересная школа, надо же. And that's Long Island, New York is like a high-class area. И это на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, это как такое место для привилегированных. So then we did the program. И затем мы там провели программу. And what a bunch of totally useless young people. И могу вам сказать, какая же бесполезная толпа молодых людей просто была там. A few of them were trying to give the lecture. Мы пытались там прочитать лекцию. They're just, А несколько из них, они просто спали в этот момент. Yeah. A few more, they were just talking together. Другие, некоторые из них, просто общались между собой в этот момент. A couple of them just walked out. А некоторые из них просто встали и вышли вообще. But it's nice here, people give attention. They think, they're thinking people. Но здесь все совсем наоборот. Здесь здорово. Здесь думающие люди, которые со всей внимательностью слушают. So, спасибо за внимание. И увидимся в 5 часов. Шрила Прабхупад Ки. Джай. Харе Кришна. И успеть, что Шрила Бхактивинода с вами